Вы когда-нибудь слышали, как звучит Bluetooth-колонка, погруженная в гелий или углекислый газ? Мы знаем, что вдохнув немного гелия, меняется человеческий голос. А что будет, если в газ окунуть колонку? Сегодня мы проверим эту безумную гипотезу, а возможно нарушим законы физики. Ранее я бил бокалы звуком колонки Hello 200 и экспериментировал с горючим газом. Сегодня в эксперименте снова будут участвовать колонки и не такой опасный газ. Для эксперимента взял две Bluetooth колонки из новой серии Tronsmart Mertune S100. Те, кто слышал звучание данной модели, утверждают, что они обладают мощнейшим басом и компактным размером. Мы это проверим. Еще купил несколько целлофановых мешков, у нас такие используют для засолки и заготовки сока. Когда заскочил за гелием в ближайший магазин воздушных шаров, вспомнил Задорнова. Готово? Зря я сказал девушке про засолку и сок, отвечая на вопрос герметичности мешков. После этого она каким-то чудом решила, что содержимого полного баллона с гелием не хватит на мой мешок. Окончательно что-то сломалось у ее в голове после просьбы положить колонку внутрь. Было видно, что ее переполняет любопытство и пытается понять зачем. Последнее, о чем она меня спросила: «Вы хотите, чтобы этот шар взлетел?» Я продолжал держать интригу, ответив, что для такого веса понадобилось бы 120 классических шаров. Если бы девушка дала адекватную цену, а не тройную, я бы рассказал про эксперимент. Поэтому пусть мучается, пока не увидит это видео. Со второй колонкой проделал все то же самое у себя в гараже. Мешок заполнил углекислым газом. И теперь самое время дать немного теории. Звук в среде с гелием распространяется со скоростью 965 метров в секунду, а в среде углекислого газа летит со скоростью 259 метров в секунду. Это чуть ли не в 4 раза медленней. Следуя логике, если вдохнув гелий мы говорим мультяшным голосом, то вдохнув углекислый газ, мы бы говорили голосом из преисподней. Но углекислый газ вдыхать опасно, он тяжелый и из легких сам не выйдет. Доза же, которая попадет в кровь, может стать летальной. Как бы то ни было, звук должен измениться. Об этом говорит и Дипсик. Изменения будут не такие глобальные, как с голосовыми связками, а вот какие будут, сейчас узнаем. Гараж не прогрелся, поэтому временно перебрался на кухню. Площадь кухни без малого 30 квадратов. Двух таких малышек должно хватить с лихвой, чтобы устроить дискотеку. Управлять колонками буду через трансмартовское приложение. Замечу, что не у всех колонок из этой ценовой категории есть полноценное приложение. На двух колонках громкость выставил в пределах 50%. Слушать будем по очереди, а после сравним результат. Начнем с углекислого газа. Ну что сказать, разницу почувствовал не только я, но и вы. Колонка в углекислом газе звучала так, словно ее накрыли еще похоже на старое радио. У колонки с гелием, напротив, бас насыщенный, бархатный и яркий, но не хватает высоких частот. Вернуть высокие частоты можно, прижав колонку к пленке. Впрочем, прижав колонку к пленке в углекислоте, высокие и низкие частоты тоже становятся ярче. Еще заметил, что если на мешок с гелием надавить, громкость понижается, но появляются высокие частоты. На мешок с углекислым газом дави не дави, ничего не менялось. Из забавного заметил, что мешок с углекислым газом пританцовывал, мешок с гелием просто стоял.
Эксперимент будет неполным, если не сравним звучание колонки и на воздухе. Достанем колонки из мешков и еще раз прослушаем ту самую нарезку мелодии с 50% громкости. Без мешка колонка показала всю свою мощь. Басы глубокие, выразительные, высоких частот хватает. Позже, когда просматривал эту запись, обнаружил, что видеокамера искажает качество звука. Реальный звук по факту приятнее и объемнее. Тем не менее, сравнивая звук открытой колонки и колонки в среде с гелием, видеокамера тоже уловила то, что бас в пакете с гелием по какой-то причине глубже и приятнее. Это меня удивило. Я не знаю, есть ли в природе колонки, которые наполняют каким-либо газом, но это работает. Звук меняется и с гелием звучит круче. Нечто подобное можно попробовать заколхозить и самому. У колонок Mertune S100 есть защита от влаги IPX7. Как вариант, можно просверлить отверстие, откачать воздух и заполнить колонку гелием. Я не знаю, как это отразится на звуке, но вероятно станет лучше, возможно громче. Понятно, что гелий в колонке задержится ненадолго, но согласитесь, проверить такую гипотезу интересно. Так, если меня сейчас не прогонят из дома, то я успею показать, насколько быстро и просто делается объединение двух колонок в стереопару и как они звучат. Активация ТВС-ки делается всего одной кнопкой в приложении. Сопряжение длится пару секунд и подтверждается сигналом. Звучание стереозвука и объем, исходящий из пары колонок, впечатляют. Жаль, что видеокамера это не может передать. Управлять колонками в режиме ТВС можно не только из приложения, но и кнопками навигации на любой из колонок. Можно менять громкость, перематывать, ставить на паузу и воспроизводить. Если вы слышали, как звучит JBL Charge 5, то по мощности и басу Mertune S100 превосходит. А еще Charge 5 дороже, скромнее влагозащита, нет ручки, из периферии может похвастаться только USB портом. Я уже говорил, что те, кто слышат колонку Mertune S100 впервые, удивляются, как такая маленькая колонка может выдавать такую детализацию и громкость звука. Комплектации. Шнурок USB Type-C, инструкция в форме портянки, цветная, есть русский язык и как бы все. Что касается прочих характеристик, то Bluetooth тут версии 5.3, кодек SBK, частотный диапазон, как и у большинства, от 50 Гц до 20 кГц, заявленная мощность аж 50 Вт. Внутри два твиттера по 10 и басовый динамик на 30 Вт, плюс пассивные излучатели. Батарейку проверяли до меня другие, тут все честно. Емкость на манер смартфонов 8000 мАч, можно использовать как Powerbank. Время до полной зарядки через кабель Type-C 4,5 часа. Ручка заслуживает внимания. Материал прорезиненный, приятный на ощупь, можно сложить и вынуть. Гениальная идея для колонки, которую не каждый обхватит рукой. По корпусу все стандартно. Tronsmart использует классические и только проверенные материалы. Немного смущают новые кнопки, они жестковатые и шумноватые. Снизу приклеена прорезиненная подставка. Что касается периферии. Прячется она под массивной резиновой заглушкой. Тут есть порт для зарядки Type-C.
Полноценный порт USB, уже говорил, что можно использовать как Powerbank, а также для проигрывания музыки с флешек. Есть слот для microSD карточек, не забыли про AUX и кнопку Reset. Согласитесь, внушительный набор для такой малышки. Заглушка плотная, за влагозащиту можно не переживать. Летом я тестировал колонку TronSmart T7 Lite с такой же влагозащитой. Колонка успешно прошла испытание. Между кнопками навигации расположилась световая индикация. Левый светодиод цветом подсказывает, какой источник звучит, если по Bluetooth горит синим, если с флешки белым. Остальные 5 светодиодов говорят о уровне заряда. Кто-то в одном из обзоров сказал, что эта колонка звучит громче без передней рубашки. Давайте проверим. Держится на 4 защелках, снимается легко. Судя по всему, светодиодная индикация вклеивалась в последнюю очередь. При сборке могут быть проблемы. Ну что сказать, без рубашек они смотрятся прикольно. Кнопки не подписаны. Включаем. Колонки включились и перешли в стереорежим. Думаю, потому что при отключении колонок я не отключил ТВС-ку. Слушаем. Ну, я бы не сказал, что без рубашки они звучат лучше. Но с чем тут не поспоришь, так это с тем, что без рубашек колонки выглядят эффектнее. Хорошо видно, как отрабатывает низкочастотный динамик и пассивные излучатели. Несмотря на то, что торцы у колонок скошены, колонки вполне устойчиво стоят и вертикально. Давайте пробежимся по приложению. Выберем нашу колонку. На главной странице находится регулировка громкости и кнопки навигации. Чуть выше уровень заряда. Нажав на шестеренку, можем переключаться для воспроизведения через Bluetooth, AUX, microSD карту и флешку. Режим стереосопряжения работает только на 2 одинаковых колонках. Тут же можем выбрать один из 3 режимов подсветки, либо вовсе отключить. Идем дальше. Здесь находится 5 предустановленных пресетов эквалайзера. Sound Pulse – это авторская технология TronSmart. В этом режиме колонка выдает самый мощный бас. Но в режиме ручного управления можно добиться еще более классного звучания. Вернемся на главную и нажмем сюда. Тут можем посмотреть версию прошивки, настроить автоматическое отключение, обновить прошивку и ознакомиться с руководством пользователя. Последняя страница на русском языке. Давайте оденем рубашки. Оделись легко, но теперь торчат нитки вокруг светодиодной планки. Нити, конечно, можно спрятать, затолкав их чем-то острым внутрь, но лучше без надобности рубашки не снимать. Что касается нового эксперимента с заполнением колонки гелием. Сделаем так. Если видео за месяц наберет 1000 лайков, мы попробуем заполнить колонку гелием, возможно, даже более мощную. А заодно посмотрим на реакцию той самой девушки, которая снова увидит странного мужика. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.